Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Катя, я люблю скраббукинг. Недавно ко мне приехала посылочка с цветами, и, конечно же, сразу ручки зачесали что-то из этого сделать. Поэтому две открытки родились прям за считанные минуты, и я даже забыла о том, что можно было бы снять. Поэтому сегодня реабилитируюсь и предлагаю создать вот такие две открыточки. Одна детская, одна свадебная из красивейшей коллекции от Craft O'Clock. Поэтому готовьте свои инструменты, настроение и давайте начинать. Итак, в работе буду использовать коллекцию Cherish It Memories. Также у меня есть высечки, конечно же, красивейшие цветы. И поехали собирать открытку. Я решила, что сделаю в этот раз их две подобных, как серию открыток, но на разную тематику. Поэтому в основу взяла именно лист не фоновый, а такой более с принтом, довольно активным, но разбавила его вот такой однотонной практически рамкой, которая подчеркнет композицию и задаст ей направление. Вторую спинку оформляю второй частью листа, ничего не подкладываю, не поднимаю, приподняла на фоамиран только саму рамочку, поэтому этого объема в принципе достаточно. Плюс у меня сама бумага 300 грамм, плотная, хорошо держит форму, поэтому думаю, что все получится хорошо. Дальше собираю композицию и в ней буду использовать вот как раз цветочки пришли мне, вырубка с Алиэкспресс, новые ножички, поэтому тоже их сразу в ход пускаем. Если не видели, посмотрите, какое разочарование в этот раз меня ожидало с ножами. Ну, вернемся к открытке. Сформирую здесь небольшую композицию. Хочется, чтобы она подчеркивала, что именно пара, да, поэтому основное внимание идет именно на этих героев. Поэтому немного добавляю высечек, цветочки, и в принципе композиция будет готова, можно будет собирать. Высечки в этой коллекции просто обалденные, они подойдут для разных тем. Например, свадебная коллекция. Можно воспринимать эту коллекцию как свадебную, либо для крещения деток, либо первого причастия и так дальше. Поэтому прям классные высечки, есть из чего повыбирать и чем полюбоваться. Поэтому я, конечно, стараюсь не переусердствовать с количеством декора, да, потому что сказала, что хочется, чтобы все-таки пара оставалась главной, но немного разбавляю. Вот, например, рамочка, да. Также я добавлю колечко в коробочке, подарочки. Ну и вот такая вроде скромная композиция, но по факту она получилась достаточно объемная. И открытка, в принципе, заиграла каким-то своим шармом. Я приподнимаю каждый слой на фоамиран, либо на достаточно тонкое кружево для того, чтобы создать вот этот самый объем. Если у вас нет ничего подобного, возможно, есть картонка, либо вот как у меня фоамиран, тоже классный выход. Он есть и потолще, и потоньше, поэтому можно как раз регулировать толщину и высоту вашего подъема. Если есть возможность вот приподнять сразу на какую-то основу, то я использую вот чуть-чуть буквально кусочек кружева, а дальше уже присоединяю к приподнятым элементам. Таким образом и сама высечка будет приподнята, и уже легко будет дальше с ней работать. После моих экспериментов с клеем я все-таки вернулась к Tacky Glue и клею все на него. Я люблю его, он классно держит, быстро схватывается, поэтому всем советую, если у вас нет классного клея и вы в поисках, Tacky Glue как раз оригинал, вот такая коричневая баночка, это то, что надо. В процессе работы я предпочитаю обычно собрать все открытки, которые у меня будут, ну или серия, или если это одна, тогда ее закончить и уже делать потом топпинги. Поэтому здесь я только сейчас собираю композицию, а уже потом, как оказалось за кадром, я добавила топпинги на обе открытки. И в принципе это тоже позволяет открытке как-то выделиться и смотреться по-новому, более интересно и ярко. Из топпингов я обычно добавляю пайетки, маленькие камешки такие, либо шарики такие и иногда шнурочек.
В принципе, в последнее время это все из топпингов, но тем не менее классно смотрится. А нет, еще забыла. Дропсы, которые с Али я получила, они тоже классно смотрятся, они не занимают много места, но вместе с тем 3 разных размеров, и классно можно их вписать, в принципе, в любую открытку. Поэтому вот так, в принципе, за раз, два, три и сложилась композиция у меня, и мне очень нравится, как получилось. Самое главное вовремя остановиться, потому что хочется добавить что-то еще, а по факту надо уже просто остановиться и сказать, выглядит нормально, хорошо выглядит, все, стоп. Поэтому всегда об этом говорю, но не всегда сама придерживаюсь этого, чтобы не переусердствовать с декором. Теперь вторая открытка, она будет подобного формата. Кстати, да, забыла сказать, основа у меня 19 на 10 сантиметров по одной стороне. Соответственно, позволяет использовать лист 20 на 20 полностью. И классно, что как раз листочек А4, если у вас картсток в таком размере, то тоже классно использовать. Если даже 30 на 30, тоже не проблема. 10 сантиметров останется, и можно использовать их под основу следующего слоя. Поэтому как такое безысходное производство получается. Здесь тоже подчеркиваю достаточно спокойной рамкой для того, чтобы немного уравновесить композицию. Добавляю здесь ангелочка, добавляю окошко, небольшие, да, фрагменты такие связанные, возможно, с крещением, либо не знаю, с каким-то другим событием. Ну, вот так мне захотелось в этот раз сделать. Поэтому композиция тоже простая, но для того, чтобы добавить какую-то нежность, добавила еще и ленту. Также приподнимаю здесь все элементы на фоамиран, иногда в 2 слоя, иногда в 1 слой, чтобы композиция смотрелась объемненькой. В прошлой открытке я добавила золотистую вырубку, в эту добавила серебристую. Такая небольшая изюминка получается в композиции, когда есть какой-то другой оттенок. Плюс обычно вот такие цвета дополнительные, они хорошо вписываются в композицию, поэтому оно не прям явно видно, где-то кусочек выглядывает там, и, в общем-то, тогда композиция играет новыми красками. В своих работах я, в принципе, не очень часто использую такие ленты, потому что они создают достаточно большой объем, но в этот раз как-то вот захотелось подчеркнуть вот эту детскую какую-то нежность, и в этот раз, в общем, я решила, поэтому она создает объем, и пришлось мне немного убрать объема снизу для того, чтобы эта лента вместилась. Но по факту, когда уже приклеила цветы и все остальное, оно, в принципе, смотрелось хорошо. Поэтому опыт — хорошее дело, когда набивается рука и понимаешь, как это надо использовать. Цветочки у меня здесь тоже нескольких размеров, и я просто в восторге, как они классно подходят к этой открытке, к этой коллекции в целом. Если не видели видео, посмотрите, какая красота мне шикарная пришла. Поэтому радуюсь. И вот одну коллекцию убрала уже со стола, кладу следующую и просто вот кайфую от процесса. Еще раз скажу, что иногда просто не хочется снимать, а хочется просто вот быть в моменте, здесь не думать о том, что надо как-то там поставить, правильно положить, а просто кайфовать от того, что ты делаешь. И очень надеюсь, что вам тоже интересный процесс, и вы, конечно же, включаете меня и скрапите вместе со мной. Поэтому напишите в комментариях, любите ли вы скрапить или просто смотрите канал и вдохновляетесь.
В этот раз, наверное, у меня рекордное количество работ с последней дизайнерской посылки, потому что некоторые наборы у меня уже полностью ушли, некоторые частично использованы, поэтому прям можно сказать, что я горжусь собой, сколько я успела за этот месяц всего сотворить-то. Конечно же, я работала тоже не просто так, потому что готовлюсь к ярмарке. К моменту, наверное, выхода этого видео ярмарка уже у меня состоится, поэтому потом покажу, как все произошло и какой опыт я из этого извлекла, сколько у меня получилось сделать работ, как это все выглядело. Поэтому надеюсь, что вам тоже будет интересен мой опыт. Ну что, последние штрихи на открытке, срезание под небольшим углом, окончание бантика для того, чтобы выглядело более аккуратно. Также растрепываю край, потому что по краям по длинной стороне немного такие потрепанные, поэтому создаю похожий вид и внизу, чтобы все смотрелось гармонично и аккуратно. И в принципе открытка готова. Давайте смотреть поближе, что получилось. После того, как добавляю топпинги, конечно же, композиция оживает, и какие-то новые элементы украшают композицию, создают ей особый шик. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы творили вместе со мной. Напишите в комментариях, как вам такая красота. А мне будет очень приятно. Я с вами прощаюсь. Всем мира, добра и пока-пока.